Дорога ведет нас к следующему селу под названием Кострев, до которого чуть более 8 километров. Наш путь пролегает по ухабистой поверхности, не позволяющей разогнаться более 20 километров. Поэтому мы не спеша следуем к намеченной цели, наслаждаясь чудесным видом из окна и радуясь пригожей погоде. Однако я несколько преувеличиваю, называя очередную цель нашей поездки намеченной, ибо расположение ее в селе неизвестно, а определить необходимое здание, ориентируясь по Google карте, довольно проблематично из-за густых зарослей, часто скрывающие искомый объект. К счастью, село небольшое, и мы, недолго петляя улицами, внезапно обнаруживаем эту замечательную усадьбу, которая, несмотря на весьма удручающее состояние, все же не растеряла своего чарующего шарма и архитектурной непревзойденности. История этой усадьбы овеяна мраком. Хоть мне и удалось найти рассказ, видимо, жительницы Костарева, повествующий о том, что якобы в усадьбе проживал помещик, убитый народным ополчением, но затрудняюсь подтвердить эти сведения, либо их опровергнуть. Исходя из истории строительства усадеб, обладающих схожими архитектурными элементами с Костаревской, здание предположительно могло быть возведено в конце XIX столетия небогатым помещиком. Одноэтажная деревянная усадьба на каменном фундаменте имеет 3 входа и около 8 небольших комнат. Здание сильно пострадало от времени и варварских рук. Настил был разобран подчистую местными жителями. Крыша пришла в полную негодность, в результате чего стены усадьбы местами обрушились. Центральная часть здания образует своего рода изолит с удлиненным верхом и маленькой башенкой на венце. По обеим сторонам от входа угол усадьбы украшает дугообразный фронтон, схожий с теми, которыми декорированы дома братьев Страховых и архитектора Станислава Хомича. На фасаде здания и рамах окон хорошо сохранились резьбленые элементы декора.
Вполне возможно, что собственник усадьбы бежал из Костарева до прихода к власти большевиков, а усадьба некоторое время простаивала, покуда не была определена под школу. В стенах усадьбы на протяжении долгих лет учились многие поколения местных детей до тех пор, пока не произошел развал Советского Союза и не прекратилось финансирование учреждения. Здание усадьбы было заброшено, а то, что можно было утащить из нее, разошлось по рукам. В комнатах можно обнаружить следы лепнины на потолке, очертания бывших печей, разобранных на кирпичи. Кстати, удивительно, что в одной из комнат уцелела единственная печь, обложенная плиткой. Ее бортик декорирован керамическим плинтусом, коих я никогда не встречала. Хотелось бы верить в то, что печь сохранилась в первозданном виде еще со времен постройки усадьбы, и мы фактически прикоснулись к истории.